Всем привет! Рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня хотелось бы рассказать о таком автомобиле, который приобрели, даже так особо, видимо, толком не осматривая. Ну, человек покупал себе первый дизель, он не знал. Автомобиль это наш городской, то есть дубнинский. Приобрели его в Москве. Ну, опять же, хозяин предыдущий сказал, что по автомобилю все хорошо, ничего делать не надо, все прекрасно. Ну, как бы, человек приехал, но уже изначально с первоначального осмотра стало понятно, что с автомобилем далеко не все так прекрасно, как описывается. Машина эта первоначально, говорю, к нам приезжала. Был проведен регламентное ТО, то есть замена ремня ГРМ, замена помпы. Отремонтировали две форсунки, потому что две форсунки лили прям очень сильно. От того машины и стояла, у нее плавали обороты. Но сразу говорю, вот было замечено, что антифриз прям мутно-болотного такого цвета, очень-очень грязный, и расширительный бачок полон. Пару наводящих вопросов человеку, и мне стало понятно, что либо прокладка, либо головка. Ну а дальше смотрите, уже рассказываем. Так, ну что ж, вот у нас этот автомобиль. Пробега здесь 113 тысяч, по-моему. Автомобиль был приобретен совсем недавно. Значит, что мы уже по нему сделали? То есть человек купил автомобиль, мы сразу ему поменяли ремень ГРМ, поменяли помпу, отремонтировали две форсунки, заменили антифриз, масло, фильтра все. Вот. Но изначально, когда машина приехала просто на осмотр, когда ее только приобрели, полный бачок был антифриза, причем антифриз был такого болотно-коричневого цвета. На рабочую машина стояла на холостом ходу, то есть с провалами по оборотам. Открыли тогда пробку, и тут ужаснулись тогда просто, потому что даже сейчас, вот, оно более-менее, конечно, прозрачного цвета. Я попытаюсь сейчас, вот так вот, да. Но я говорю, сейчас сливать будем, я покажу. То есть он уже испачкался весь антифриз. Хотя мотор мы промыли, естественно, перед заменой. Но все равно, говорю, вылезала прям такая черная фигня. То есть сажа, прокладку дует. Бачки антифриза у нас, хотя вот мы наливали минимум. Сейчас уже вот опять половина. То есть, ну, хотя люди ездят, передвигаются по городу спокойно, оно особо, видимо, наверное, и не давит. Ну, как бы вот. Сейчас будем разбирать, дальше покажу. Собственно, вот у нас какой антифриз замечательный. Я говорю, это с учетом того, что мотор промывался. То есть вот это все, это скорее всего ржавчина, которая воздухом отрывает от труб. Вот оно, собственно, все и пошло. Сняли клапанную крышку, сейчас скрываем постель. У нас происходит, видите, бурление. То есть, скорее всего, вот этот вообще не крутится. Один вот мы уже обломили. Сейчас. Вот это уже страгивали. Здесь побулькивания что-то не видно. Сейчас. Ой, ой. Вот это антифриз. Тут тоже у нас все хорошо. Я так понимаю, что скорее всего... нет. Вон побулькивание. То есть есть у меня подозрение, что головки здесь хана. Так, ну что ж, прокладочка у нас снята, прокладочка у нас стоит в оригинал. Ну вот, собственно, о чем мы и говорили. Вот она, прокладка вся черная. Ну, по-моему, вот здесь вот что-то уже скапливалось. То есть это все в саже было. Вот. По состоянию цилиндров здесь все у нас очень даже достойно. Четвертый у нас отмыт. Даже вон видно следы, как он отмыт. Сейчас надо будет прокрутить, посмотреть на состояние поршневой. Ну и, судя по внешнему виду, здесь с поршневой все хорошо. Ну, собственно, вот мы машину уже все собрали. Она уже прокачана. Все работает, все изумительно. Ничего сложного, в принципе, не было. Да, головку поменяли. Гидрокомпенсаторы и прочее оставили родное, потому что они еще в хорошем состоянии. Вот. Сейчас мы единственное, что надо будет сейчас еще допроверить антифриз. Вот она у нас уже остыла. Мы сейчас дольем немножко антифриза.
И все, будем ее отпускать. Итак, автомобиль, значит, мы отремонтировали. Ситуация, ну, я показал. То есть головка была у нас лопнувшая в районе как раз-таки форсуночного колодца. На вопрос хозяина, варятся ли такие вещи, сразу скажу, что нет, такие вещи не варятся. Это не ремонтопригодно. Нет, как бы я знаю одну контору в Украине. Но сами понимаете, это мы сейчас будем туда отправлять, и мы ее получим в лучшем случае там, через полгода. Ну, и не всегда затраты на ремонт этой головки будут сильно ниже. Ну, вот. То есть мы купили головку, заменили ее и то есть, благополучно все отремонтировали. В завершение, наверное, хотелось бы сказать, то есть когда вы покупаете автомобиль, надо очень тщательно его осматривать. Очень много, я говорю, таких ситуаций, когда люди продают автомобили, зная заведомо, что они неисправны. И причем знают это вот и умышленно продают так. Я говорю, это 95% случаев. То есть большинство автомобилей, которые к нам приезжают на ремонт, это автомобили, которые были куплены недавно, совсем недавно. Либо же после какого-то рукожопого ремонта. Такое тоже бывает, когда люди ставят некачественные запчасти, то есть машина проезжает там 1000 километров, и у нее опять вышибает прокладку. И человек опять вынужден ремонтироваться. Ну, ну здесь нужны как бы качественные запчасти. Как бы, ну вот на этом, наверное, все. Спасибо всем за просмотры. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. По возможности, говорю, я всем всегда отвечаю. Думаю, многие уже заметили. Я стараюсь всем ответить, всем помочь и по запчастям, и вообще по ремонту. Все, всем всего хорошего. Пока-пока.